SCP-093. Объект из Красного моря. Начало записи. Объект номер SCP-093. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. Описание условий проведения опытов находится в документе SCP-093-T1. SCP-093 должен постоянно покоиться на зеркале и находиться под видеонаблюдением. Доступ в хранилище SCP-093 должен предоставляться только при полном соблюдении условий работы с объектом и ведении видеонаблюдения. Все попытки воспользоваться SCP-093 вне рамок одобренных опытов будут строго пресекаться, вплоть до устранения. Описание. SCP-093 – диск, в основном красного цвета, вырезанный из слоистого камня, напоминающего киноварь. Вся поверхность объекта украшена резьбой в виде круговых орнаментов и неизвестных символов. Глубина резьбы составляет примерно 5 мм, в отдельных случаях от 10 до 15 мм. Диаметр объекта составляет 76,2 мм. Объект удобно кладется практически в любую ладонь и не натирает кожу. Будучи взятым в руку, SCP-093 меняет цвет. Окраска SCP-093 на данный момент анализируется на предмет установления взаимосвязи. Популярна теория о том, что изменения в цвете зависят от испытываемых держателем SCP-093 сожалений. Если SCP-093 оказывается снятым с зеркала, но не взятым в руку, объект самостоятельно выбирает направление на ближайшую зеркальную поверхность. Замечено, что SCP-093 старается катиться по кругу максимально возможного диаметра, набирая при этом феноменальную скорость. Неизвестно, каким именно образом SCP-093 набирает скорость. Если между SCP-093 и ближайшей зеркальной поверхностью находится препятствие, SCP-093 пробивает его, набрав достаточную кинетическую энергию, и катится дальше. Несмотря на огромную скорость соударения, ни зеркало, ни SCP-093 при контакте не страдают. Примечание. Не существует никаких сведений о том, как именно объект был обнаружен и как оказался на содержании фонда. Смотри SCP-093-OD. Поскольку не существует никаких записей, обосновывающих необходимость именно таких условий содержания, было начато исследование, цель которого выяснить, почему для содержания SCP-093 необходимы зеркала. Результаты SCP-093-T1 привели к открытию того факта, что держатели SCP-093 могут проходить сквозь зеркала. Исследование SCP-093-T2 имеет целью выяснить, куда держатели при этом попадают. Исходная документация SCP-093. Объект номер SCP-093. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. Объект SCP-093 должен постоянно находиться на зеркале с серебряной основой, находящемся на пьедестале размером 0,3 на 0,23 метра и высотой не менее 122 см в хранилище. Объект не следует помещать в хранилище размером более чем 3,66 на 3,5 метра или размещать на пьедесталах из махагони, вишни, сосны или алюминия выше или ниже первого уровня хранилища. Объект безопасен, но требует бережного обращения. Проведенные опыты и результаты, касающиеся условий содержания, находятся в разделе B35.1 приложенного отчета. Описание. Объект был найден на берегу Красного моря 30 января 1968 года, издавал низкое шипение и тускло светился синим цветом. На данный момент цвет объекта стал красно-оранжевым, а гудение различной громкости появляется только в присутствии исследователей женского пола,
возрастом от 34 до 41 года. Упомянутый синий цвет объекта снова был принят на 54 минуты 34 секунды в час 23 минуты 26 апреля 1986 года, что совпало с обнаружением трупа 194-98-34 в исследовательском центре. Связь между 194-98-34 и SCP-093 до конца не исследована. Эффект от длительного взаимодействия с 093 не выяснен, не считая время от времени появляющихся сообщений о чувстве безмятежности, а в одном случае с 242-0049 приступах депрессии, утрате равновесия и мыслях о самоубийстве. Проявления этих чувств, согласно отчетам, длились не более 11 дней. Объект, похоже, реагирует на присутствие 242-0056, окрашивается светло-фиолетовым не более чем на 2 минуты 9 секунд, согласно отчету от 12 марта 1993 года. Эффекты от этой реакции неизвестны. Примечание. Происхождение 093 неизвестно. Документы о поимке 093 были уничтожены пожаром в исследовательском центре 9 декабря 1989 года. Отчеты об ощущениях исследователей, бравших в руки 093, противоречат сами себе с 19 апреля 1995 года. SCP-093-T1. Опыты с условиями содержания. Были поставлены опыты на совместимость SCP-093 с различными условиями содержания, с целью оценить пригодность и возможность внедрения таких условий. Сначала был опробован новый тип зеркала. Купленное в магазине бытовых товаров зеркало с обычной амальгамой и латунной оправой. SCP-093 лежит на поверхности зеркала неподвижно. Этим тестом установлено отсутствие необходимости в дорогостоящих серебряных зеркалах на деревянных постаментах. Обычный стол. SCP-093 встает на ребро и начинает катиться по столу в одном направлении, делает крутой разворот и катится обратно, катаясь по овальному пути, пока поблизости не появится зеркало. После появления зеркала SCP-093 катится к нему и ложится в центр зеркала плоской стороной. Замечено, что зернистая поверхность SCP-093 не царапает зеркало при движении по его поверхности. 2 зеркала на разных концах обычного стола. SCP-093 катится к ближайшему зеркалу, независимо от его ориентации. Объект не учитывает различия между различными типами зеркал и всегда выбирает то зеркало, которое ближе. Человек носит зеркало по кругу. SCP-093 следует за зеркалом, достигая максимальной скорости в... Независимо от скорости, ни зеркало, ни SCP-093 не получают повреждений. Человек кладет SCP-093 на зеркало рукой. Данный опыт проведен случайно, когда один исследователь толкнул другого во время спора об оплате счета за обед. В результате такого поведения было установлено, что человек, держащий SCP-093 и прикасающийся им к зеркалу, может пройти внутрь зеркала. Примечание. Опыты с условиями содержания были остановлены после того, как выяснилось, что для удержания SCP-093 в покое достаточно одного только зеркала. Опыты по взаимодействию людей, держащих SCP-093, были одобрены доктором SCP-093-T2. Опыты с зеркалом. Условия проведения опытов. Исследователи, работающие с SCP-093, должны носить страховочный пояс класса 3, присоединенный к лебедке с длиной троса 300 метров. При необходимости длина троса может быть увеличена. Следует использовать высококачественные карабины, рассчитанные на нагрузку до 200 кг. Исследователям должен выдаваться стандартный походный набор из следующих компонентов:
один фонарь с креплением на запястье, рассчитанный на 3 часа непрерывной работы и дополнительными элементами питания еще на 6 часов работы. 4 фляги с водой емкостью пол-литра каждая. 4 сухих пайка любого типа и 2 плитки Казинак, можно с шоколадом. 1 заряженный табельный пистолет Беретта и 24 боевых патрона. Оружие не выдается, пока исследователь не проник внутрь зеркала полностью, в чем следует удостовериться отдельно. Этот предмет следует забирать сразу же по возвращении исследователя, о чем его и следует уведомить сразу же после проникновения в зеркало. 1 стандартный нож для полевой работы. Исследователя не следует уведомлять о наличии предмета в наборе, он должен обнаружить нож сам. Исследователь также должен нести на себе систему видеозаписи, камера которой должна быть закреплена на голове или плечах. Система должна использовать проводную передачу сигнала, длина провода не должна быть меньше длины вышеуказанной веревки. Беспроводные камеры показывают неоднозначные результаты, их следует применять в тех опытах, цвет SCP-093 в которых уже установлен. С новыми цветами должны работать только проводные камеры. Во время проведения опыта следует записывать цвет SCP-093, равно как и криминальную историю исследователя. Это поможет установить, как SCP-093 выбирает окраску. Похоже, что есть связь между цветом и наличием или отсутствием вины в психике исследователя. Результаты исследований доступны для прочтения в следующем порядке. SCP-093. Синий опыт. SCP-093. Первый опыт с зеркалом. Цвет синий. Субъект D-2038-4. Мужского пола, 34 года, физически силен. За плечами у него судимость за убийство, а также попытка самоубийства. Субъект активно принимает участие во всех частях опыта. Субъект входит в зеркало, держа в руках SCP-093, который окрасился синим цветом. Наблюдатели установили, что зеркало оставалось зеркальным, пока субъект не погрузился в него целиком, после чего в зеркале стала видна местность, где все вокруг имело синеватый окрас. Далее запись видеосъемки. Камера включается, появляется изображение. Субъект смотрит на то же поле, которое видят наблюдатели. На вид обычная равнина, но вместо нормального цвета все окрашено в синие тона. Субъект смотрит налево, потом направо. Поле однообразное, глазу зацепиться не за что, одни сорняки, да ветер колышет высокую траву. Деревьев нет, ничего живого не видно. Субъект движется вперед согласно инструкциям. Через примерно 500 шагов впереди виден участок земли, на котором ничего не растет, и вся трава поблизости увяла. Еще через 300 шагов субъект подходит к дыре в земле. Дыра, похоже, выкопана с помощью неизвестных примитивных инструментов. Включается лебедка, отчего камера подрагивает. Субъекту поручено спуститься в дыру. После недолгих споров он соглашается. Для спуска нет ни лестниц, ни веревки, так что субъект лезет вниз, пользуясь только руками и лебедкой. Когда субъект достигает дна, выбрано уже около 100 метров троса. На середине спуска пришлось воспользоваться фонарем из полевого набора, так как других источников освещения уже не было. Субъект поводит фонарем из стороны в сторону, но кроме грязи на дне ничего не видно. Субъект движется вперед, освещая себе путь фонарем. Получив вопрос о синем окрасе местности, субъект смущается и утверждает, что с его точки зрения с цветами все в порядке. Впереди виден свет, выбрано уже 150 метров троса. Слышен звук заряжания и постановки пистолета на боевой взвод. Субъект объясняет это как необходимые меры предосторожности. На смену земляным стенам тоннеля приходят бетонные. Субъект жалуется на вонь. Свет, который был виден впереди, оказывается потолочными светильниками. Из них чуть меньше четверти сломано, остальные работают. Видно 6 дверей, по 3 на каждую сторону тоннеля. Впереди 7-я, заваленная обломками металлических стеллажей. Обломки слегка проржавели, на вид выглядят как обычные магазинные полки, что предполагает присутствие людей. Субъекта просят попробовать открыть двери в любом удобном ему порядке. Субъект пробует первую дверь справа, она закрыта и не открывается. Вторая дверь не заперта, но не поддается. Третья дверь заперта, как и первая.
С левой стороны третья дверь открывается настежь, за ней ярко освещенная комната. Фонарь из набора выключается, субъект осматривает комнату. Комната пуста, ничего нет, но стены чем-то перемазаны. Субъект утверждает, что на стенах не грязь, а что-то непонятное, похожее на расплавленную пластмассу, но коричневого, а не черного цвета. Субъект выходит и закрывает дверь. У второй двери слева нет ручки, толкнуть не удается. Отверстие для ручки заткнуто неизвестным материалом. Двери такой формы, что щелей слева и справа нет, а снизу щель слишком узкая, чтобы что-то увидеть. Первая дверь слева заперта, но в замке торчит часть ключа. Головку, судя по всему, отломали. Субъекту с трудом удается повернуть ключ и открыть дверь. Субъект тут же начинает кашлять и жалуется на сильную вонь. Стены комнаты чистые, пол тоже, а потолок покрыт тем же коричневым материалом, что и третья комната слева. В этой комнате есть лежанка из потрепанных одеял, подушка и деревянный ящик. В ящике открытые коробки от какой-то еды. На видео вместо названия еды какие-то каракули, но субъект утверждает, что написано просто «хлопья». На втором ящике открытые бутылки из-под питьевой воды. Если там что-то и оставалось, давно уже испарилось. Рядом с лежанкой лежит книга, закрытая, без названия и с одноцветной обложкой. На стене видны газетные вырезки, но язык разобрать невозможно. Субъекта просят снять вырезки для последующего изучения. Все, кроме одной, рассыпаются от старости в пыль. Целую вырезку субъект помещает в контейнер для образцов. На вид она самая свежая из всех. Субъекта просят осмотреть книгу, он идет к ней. Канал связи внезапно наполняется странным высоким скрежетом, наподобие металлического. Это длится 3,5 секунды. Субъект за это время не притронулся к книге и просит повторить запрос. Центр управления в это время никаких запросов не делал, так как все сняли гарнитуры. Субъекта инструктируют покинуть комнату. Он замечает, что дверь начала закрываться сама по себе и может захлопнуться. Дана инструкция оставить дверь в покое и осмотреть дверь справа. Если внимательно посмотреть следующие 10 секунд, в конце тоннеля за 7-й дверью видна чья-то фигура. Дверь открывается ровно настолько, чтобы можно было увидеть за ней лицо, потом она бесшумно закрывается. Деталей не разобрать. Субъект исследует вторую дверь справа, ничего необычного не замечает. Дверь от толчка сдвигается, после еще нескольких ударов становится возможным заглянуть внутрь. Видна пробковая доска, к которой пришпилено еще несколько вырезок. На полу лежит еще коробка хлопьев и, судя по всему, чья-то рука ладонью вверх. Субъект закрывает дверь и смотрит на 7-ю, которая остается закрытой. Исследовать больше нечего, субъекта просят вернуться. Субъект не против и жалуется на усиливающуюся вонь. Пока субъект идет к выходу из тоннеля, на видео никаких аномалий не видно, но из лебедки вытягивается еще 100 метров троса, который потом провисает и вновь натягивается. На видео виден медленный подъем субъекта по тоннелю, а сотрудники центра управления пытаются проверить исправность лебедки. Субъекта просят остановить подъем, но он утверждает, что не лезет сам, а его тянут за трос. Субъекту рекомендуют быть готовым открыть огонь. Когда субъект добирается до верха, на камере ничего не видно, а субъект говорит, что ландшафт не изменился и идет обратно вслед за тросом. Пройдя примерно 900 шагов, субъект останавливается и спрашивает, сколько троса он отмотал. Центр управления передает, что из-за осложнений точно сказать нельзя, но шел он по прямой, значит и трос должен лежать прямо. Субъект озадачен, утверждает, что видно больше кабеля, и он лежит под углом в 90 градусов от дыры в земле. Субъект осматривается вокруг. На видео видна толпа из 37 человек, безмолвно стоящая за субъектом. Черты лиц нечеткие, но на них нет того синего окраса, который есть на всем остальном. В центре управления поднимается паника, но субъект утверждает, что все, что не так, это неправильно лежащий трос. Субъект тянет за свой конец троса, но не может сдвинуть. Центр управления активирует лебедку, сматывая лишний трос. На видео видно, как трос постепенно сматывается, потом останавливается и звенит, как тетива. Камера осматривает трос, который опять постепенно провисает, потом ослабляется окончательно. Снова включается лебедка.
Центр управления просит субъекта идти за тросом. Субъект вопит и паникует. Слышно 5 выстрелов, но субъект целится во что-то, невидное камере. Видно, как субъект перемещается к исходной точке, а трос постепенно сматывается в одну точку, висящую в воздухе. Субъект проходит эту точку и валится на пол. Весь трос смотан на лебедку, а камера снимает только пол. Было замечено, что зеркало стало зеркальным через 5 секунд, а SCP-093 оставался синим еще час после того, как его забрали у субъекта. На рукавах одежды субъекта была обнаружена непонятная вонючая жижа. Она быстро высохла. Исследование было признано бессмысленным из-за невозможности получить качественный образец. Персонал, наблюдавший за зеркалом, докладывает об огромном человеке, который полз по земле. Он был раз в 50 больше нормального человека, его лицо было пустое, а руки очень короткие. Он полз к зеркалу, но не дополз. Оно снова стало зеркальным. Четких деталей было не разобрать, но по меньшей мере один наблюдатель утверждает, что в эту тварь стреляли, судя по отметинам на гладком пустом лице. Из полевого набора была извлечена газетная статья, сданная в архив как Следующий опыт назван «Зеленым». SCP-093. Второй опыт с зеркалом. Цвет зеленый. Субъект D-54-49-3. Женщина. 23 года, телосложение среднее. В личном деле субъекта значится угон автомобиля и убийство по неосторожности 2 детей при попытке уйти от погони. Субъект активно принимает участие во всех частях опыта. Субъект вошла в зеркало, держа в руках SCP-093, который светился зеленым. Наблюдателями установлено, что зеркало оставалось зеркальным, пока субъект не погрузился в него целиком, после чего стала видна сельская местность зеленоватого окраса, наподобие первого опыта. Далее запись видеосъемки. Камера включается, появляется изображение. Субъект смотрит на то же поле, которое видят наблюдатели. Все объекты зеленого цвета окрашены густо, а все остальное имеет зеленоватый окрас, похожий на синий окрас из первого опыта. Отличительных признаков Земли из первого опыта здесь нет, что подтверждается панорамным обзором камеры. Вокруг запущенное поле, в середине которого стоят остатки пугала неясной конструкции, оставшиеся части потрепаны и подгнили. На пахотной земле ничего не растет. Справа от поля видна большая двухэтажная ферма. В одном углу виден вход в подвал. Субъект ставит оружие на боевой взвод. Из центра управления поступает просьба расслабиться, так как по звуковому каналу слышно только ее затрудненное дыхание. Субъект несколько минут отдыхает, потом заявляет, что она в порядке и, согласно инструкции, начинает обход фермы. Возле дверей подвала к стене прислонены 2 детских велосипеда. Один для мальчика, второй для девочки. Одна из дверей подвала валяется в траве. Судя по щепкам, ее вырвали с мясом. На лестнице лежит одежда для мальчика, ботинки, на них штаны и рубаха. Субъект орет на центр управления и спрашивает, не издеваются ли над ней. Центр управления уверяет, что они это место впервые видят, и снова просят успокоиться. На это у субъекта уходит несколько минут. Неизвестно, связывает ли SCP-093 прошлое субъекта с ее местностью. Через несколько минут субъект соглашается продолжить. Звук становится приглушенным, 1,5 минуты слышно только разговоры центра управления о нервозности субъекта. Когда субъект спускается вниз по лестнице, связь восстанавливается. Подвал фермы совершенно обычный, ничем не выделяется. Вся дальняя стена занята стеллажами, на которых стоят банки с неизвестными продуктами внутри. На проводе болтается сломанный патрон от лампы. Камера медленно осматривает подвал, никаких следов не видно, судя по всему, ферма заброшена уже давно. Субъект начинает жаловаться на плохой запах. В одном месте пола виден люк с поворотной рукояткой, наподобие люков на подводных лодках. Субъект замечает, что вонь сильнее всего у люка, а земля вокруг комковатая и глинистая. Ручка люка старая, краска облупилась, субъекту дано указание повернуть рукоятку, полный поворот которой открывает весь люк. Начинает выходить старый затхлый воздух, субъект кашляет.
Камера смотрит вниз, виден бетонный тоннель, подобный тоннелю из синего опыта, но в гораздо лучшем состоянии. Субъекту дано указание спуститься вниз и закрыть за собой люк. Немного поспорив, субъект соглашает спуститься, но не закрывать люк, чтобы не повредить лебедочный трос. Центр управления одобряет, субъект спускается вниз. Поход к ферме и спуск вниз занял 53 метра троса. За люком, судя по всему, находится бункер, не приспособленный для долговременного пребывания в нем людей. Он довольно просторный, вдвое меньше самого подвала, там же стоят две кровати, одна двуспальная и одна односпальная. В мусорном контейнере под лестницей лежат несколько коробок, похожих на хлопья из синего опыта. На кроватях лежат два скелета, третий лежит на полу рядом с незаряженным шестизарядным револьвером. Рядом лежат три пустые гильзы. По другую сторону от скелета лежит хорошо сохранившаяся книга, которую субъект по запросу центра помещает в полевой набор. Револьвер субъект, согласно тому же запросу, не трогает. Субъект осматривает бункер дальше, направляясь к столу, на котором лежат хорошо сохранившиеся вырезки из газет. Вырезки тоже помещаются в полевой набор. Больше ничего из бункера забирать смысла нет. Камера осматривается вокруг, но видно только пакеты с тряпьем, несколько детских игрушек наподобие тех, что выпускались у нас в 50-х годах. Субъекту дана инструкция покинуть бункер, потом сотрудник центра резко останавливает ее. На видео видно подобие разъема Ethernet, корпус которого слегка выдавлен из стены непонятным веществом янтарного цвета. Субъект отказывается прикасаться к веществу, на просьбу взять образец отвечают, что вонь от этой штуки такая, что если хотите, идите и берите сами. Центр управления отвечает отказом, и субъект покидает бункер. Субъект берется за лестницу и смотрит наверх. Наверху тоннеля видна человекоподобная фигура, смотрящая вниз. Центр запрашивает подтверждение, субъект заявляет, что наверху ничего нет, и начинает подниматься. Фигура исчезает из поля зрения камеры с первым же шагом субъекта по лестнице. Подъем проходит без инцидентов. Наверху не видно никаких признаков жизни, все вещи находятся на своих местах. Субъект настаивает, что здесь ничего не было, после чего блюет. Субъект кашляет, полощет горло водой из бутылки, затем замирает и спрашивает, слышали ли в центре управления это. Центр докладывает, что звука нет. Субъект подходит ко входу в подвал с пистолетом в руке и приподнимает голову ровно настолько, чтобы осмотреть камерой окрестности. Вдали, примерно в 700 метрах от фермы, ползут по земле два огромных гуманоида. Твари, кажется, не замечают субъекта. Сама субъект сохраняет молчание, хотя пистолет в руке, видимо, дрожит. Субъект просят сидеть тихо и не двигаться, пока твари не пройдут. В тот краткий момент, когда лица тварей повернуты к ферме, становится видно, что лица у них пустые. Твари ползут на руках, всякий раз растягивая их на разную длину. Сзади у них ничего нет, тело заканчивается на пояснице. Примерно через 10 минут обе твари исчезают вдали, субъект поддается панике и умоляет вернуться обратно. Центр отвечает отказом. Субъекту дана инструкция подняться из подвала в дом и не покидать дом ни при каких обстоятельствах. Люк на первый этаж открывается с громким скрипом, что заставляет субъекта замереть на 37 секунд. После этого субъект поднимается наверх на кухню. На всех предметах лежит толстый слой пыли. Холодильник открыт, вся еда в нем протухла, рядом с кухней гостиная, куда субъект с осторожностью заходит. В гостиной стоит тахта, кресло-качалка и телевизор. Все в стиле 50-х годов. В кресле лежит ноутбук, также оформленный в стиле 50-х, покрытый толстым слоем пыли. Субъект открывает экран, видно последнее мгновение жизни операционной системы Вера, которая выходит из режима энергосбережения и тут же выключается. Внешнего источника питания нет, ноутбук включаться не хочет. Центр просит взять ноутбук с собой. Ноутбук намертво прилип к сиденью кресла-качалки. Центр дает отбой команды. Внутренняя входная дверь дома заколочена толстыми досками. Ее решено не трогать. Затем камера показывает лестницу, ведущую наверх. Субъект по своей воле поднимается наверх. К удивлению сотрудников центра, ступеньки не скрипят.
Наверху виден короткий коридор, одна дверь слева, одна справа, а в конце коридора видна дверца кухонного лифта. Субъект самовольно открывает дверь слева, за дверью находится хозяйская спальня. Кровать аккуратно застелена, а вот платяной шкаф рядом распахнут, и одежда из него разбросана по всему полу. На кровати субъект находит несколько ювелирных изделий. Дана инструкция оставить их в покое, субъект не соглашается, потом говорит, что они воняют, и быстро выходит из комнаты. Центр просит открыть вторую дверь. Вторая дверь открывается, за ней детская комната, обитателем которой, судя по игрушкам и одежде на полу, были мальчик и девочка. В комнате есть окно, субъект подходит к нему и вытирает его занавеской. Поступает запрос посмотреть камерой в окно. Субъект выполняет. В окно видны поля, а примерно в 40 километрах вдали виден город. Камера смотрит вниз, обозревая землю около дома. Вокруг дома стоит примерно 300 фигур, похожих на фигуры из синего опыта. Все они смотрят вверх. Центр просит подтвердить наличие фигур, субъект утверждает, что никого не видит. На команду возвращаться субъект отвечает согласием. Возврат из дома прошел без происшествий, лебедка работала штатно. При возврате субъекта в отправную точку раздался громкий скрежет, от которого содрогнулась картинка. Сотрудники Центра управления тоже слышали шум и ощутили потрясение. Субъект прошла через исходную точку, не делая попыток исследовать источник шума, зеркало снова стало зеркальным. SCP-093 конфискован. Конец записи. Полученные газетные вырезки сданы в архив под номером. Следующий опыт назван фиолетовым. SCP-093. Третий опыт с зеркалом. Цвет фиолетовый. Субъект D-84-93-0. Мужчина, 21 год, телосложение среднее. В личном деле значится убийство офицера полиции при облаве на наркопритон. Обычно люди за такие преступления к нам не попадают, но убийство этого офицера было крайне жестоким и насильственным. Субъект не желает сотрудничать, приходится ему напомнить, что сотрудничество пойдет ему только на пользу. Субъект входит в зеркало, держа в руке SCP-093, светящийся фиолетовым. Наблюдателями установлено, что зеркало оставалось зеркальным, пока субъект не погрузился в него целиком, после чего стал виден городской ландшафт с домами, все вокруг имеет фиолетовый оттенок, подобно первому опыту. Далее запись видеосъемки. Камера включается, появляется изображение, показывается панорама окружающего города. Субъект, похоже, находится в современном пригородном районе, похожем на Нью-Йорк. Улицы пустынны, видно лишь несколько машин неизвестного происхождения. Машины на вид технически продвинутые и обтекаемые. Субъект самовольно пытается заглядывать в окна автомобилей, но воротит нос и жалуется на вонищу как говнище вокруг большинства машин. Субъекта убеждают приблизиться к одной из машин, он кашляет, но подходит, вытирает с окна грязь. Машина изнутри заполнена какой-то бурой массой, кроме которой внутри ничего не видно. Субъект обходит еще 2 машины с тем же результатом. А вот 4-я машина выглядит поновее, и салон выглядит как только что с конвейера. Двери автомобиля не заперты, субъект садится внутрь и захлопывает дверь. Центр управления выговаривает субъекту, что лебедочный трос и видеокабель не передавятся закрытой дверью, но вытащить его лебедкой в таком виде будет невозможно. Субъект спорит с центром управления, оглядывает камерой приборную панель и говорит, что ехать все равно не получится. На панели нет никаких средств управления. Ни зажигания, ни руля, но есть несколько экранов, возможно, система навигации. Субъект сидит в машине и обсуждает с центром управления, куда идти. Окружающий город гораздо больше мест проведения предыдущих опытов. Пока в центре идет обсуждение, субъект оглядывает окружающий город из салона. В одном месте видно лицо, смотрящее в машину, хотя заметили его только при просмотре видео после опыта. Субъект никак не комментирует это существо. Центр управления командует субъекту ожидать в машине, к нему на подмогу будет отправлен отряд. Через зеркало проходит вооруженный отряд из 4 человек и направляется к субъекту. По команде субъект высвобождается из ремней системы извлечения, которую сматывают обратно на лебедку.
Видеозапись на этом кончается. Дальнейшее видео поступает с беспроводной камеры вспомогательного отряда. Качество видео становится хуже, появляются помехи. Через зеркало просовывается ресивер видеосигнала, чтобы отметить выход из зеркала. Субъект покидает машину и далее идет вместе с конвоем. Из множества вариантов действия выбирается попробовать зайти в ближайшее здание. Входная дверь здания выполнена из дымчатого стекла. На стекле гравировка «Исследовательский центр партнерства ХЕА». Дверь приоткрыта. Видно магнитный замок, но он обесточен. Команда входит в фойе здания. На вид это обычное фойе офисного центра. В центре стоит подковообразный стол ресепшена, от которого отодвинуто кресло, как будто кто-то в спешке покинул это место. На столе стоит персональный компьютер. Команда подходит к столу, центр просит осмотреть ПК. Источника питания не видно. На экране виден логотип операционной системы Вера с запросом логина и пароля. Есть и клавиатура, но очень тонкая, с сенсорными кнопками. После одной неудачной попытки входа появляется сообщение «Превышен лимит попыток ввода» и ПК выключается. Ни системного блока, ни кнопки включения не видно, поэтому команда движется дальше. За столом ресепшена находятся два лифта. Кнопки вызова тоже сенсорные. Лифт слева сломан, дверь открыта, в шахте пусто. Лифт справа, похоже, в сохранности и работает. Выбирать особо не из чего, команде дается указание подняться на самый верх, чтобы увидеть панораму города. Доступны все этажи. Самый высокий 114, но на самом деле этажей 112, так как кнопок 13 и 113 на панели нет. Поездка на лифте проходит без инцидентов. Этажи 13 и 113 лифт проезжает дольше обычного. Судя по всему, этажи были построены, но не заселены. На 114 этаже двери открываются, команда входит в рекреацию. Вокруг много покрытых пылью диванов, на стене выключенный плоский телевизор, примерно 60 дюймов в диагонали. На дальней стене есть несколько открытых окон, откуда в комнату светит солнце. Команда направляется к ним и осматривает камерой окрестности. Вид на город потрясает воображение. Здание, в котором находится команда, одно из самых высоких, но далеко не единственное. Город внизу безмолвен и сер, с такой высоты не видно никаких признаков жизни. Некоторые здания покрыты чем-то коричневым, как будто кто-то кинул вязкую бурую массу об стену, а она потом стекла и застыла. Некоторые окна других зданий разбиты, из них вытекает та же бурая субстанция. Один из членов команды зовет оператора камеры на другую сторону, где тоже есть окна. С другой стороны видно границы города. Команда обращает внимание на кольцевую дорогу, по которой ползет такой же половинчатый гуманоид с эластичными руками, как и в предыдущих опытах. Тварь ползет по дороге и исчезает из вида. Команда возвращается к лифту и видит, что нажата кнопка «74 этаж». К лифту за это время никто не подходил, так что команда решает спуститься на этот этаж. На 74-м этаже двери открываются, видна приемная доктора и зал ожидания. На ресепшене лежит лист записи к доктору с именами и датами. Все даты относятся к 1953 году. Компьютер ресепшониста включен, на экране виден рабочий стол пользователя. На обоях рабочего стола руки, сложенные в молитвенном жесте, и надпись операционной системы «Вера». На рабочем столе видно несколько каталогов, датированных разными годами. Внутри них файлы, по клику центральной кнопки мыши, открывающиеся в текстовом процессоре. Похоже, что все файлы относятся к записи на прием. На том же столе лежит блокнот, озаглавленный «Со стола доктора Борисисского, блаженного очищающего». Та же фамилия и должность начертаны и на двери, и под ними распятие. За дверью чистый зал с двумя комнатами для осмотра и дверью с кодовым замком в конце. Все шкафчики для лекарств пусты. На замок по инструкции центра помещается немного взрывчатки, после чего замок взрывается и дверь становится возможно открыть. Помещение за дверью гораздо больше ресепшена. В нем стоят несколько капсул для человеческих тел. Всего капсул 6, 2 сломаны, и из них на пол сочится янтарно-коричневый материал. Еще одна пуста, а в остальных 3 лежат обнаженные люди в масках для дыхания. К капсулам спереди прикреплены медицинские карты с основными показателями состояния организма и указанием заболевания.
В графе «Симптомы» на странном английском указаны болезни, более похожие на отрицательные стороны характера или просто случаи, произошедшие с пациентом. Центр управления просит приблизить видеокамеру к одной из карт. После фокусировки становится видно: гражданка Дженнифер Макзирка пала духом, отчего возлегла со своим соседом дважды, в ночь, когда ее муж удалился из дома. Пациент отдала себя в руки Господни и наши, чтобы тело и разум ее были очищены. Верховный батюшка Увалакин применил молитву, пациент погружен на 3-дневный период в слезы Господни для очищения, после чего отпущено в добром состоянии духа. На самой верхней странице видно: гражданин Альбери Фарафан напал на верховного батюшку во время проповеди, ведя еретические речи, якобы Господни слезы повредили разум и сердце дочери его, возлагая таким образом вину за ее блуд на верховного батюшку и его благословение. Не найдя никоего доказательства сему богохульству, судья прощающий и судья карающий пришли к решению, что Альберий Фарафан должен неделю омываться слезами Господними, чтобы разум и душа его были очищены, чтобы понял он, что в поведении дочери его нет вины батюшки, и чтобы обрел он внутренний покой. Субъект, до того спокойно шедший с командой, начинает паниковать. Камера смотрит на него, видно, что он окружен теми же сущностями, что и в первых 2 опытах. Команда докладывает, что у субъекта приступ паники. Центр приказывает им стоять на месте и ждать. Субъект кричит на сущностей, но командир отряда отрицает их наличие, утверждая, что субъект лежит в углу один. Центр отдает приказ члену команды подойти и забрать субъекта. Сотрудник подходит к субъекту, выполняя приказ. На видео видно, как фигуры расступаются, давая сотруднику пройти. Сотрудник поднимает субъекта на ноги и выводит из угла. На видео фигуры смыкают ряды, загораживая путь. Сотрудник ведет субъект, держа его под локоть. Оба проходят сквозь ряды фигур. Те неотрывно смотрят на субъекта. Центр управления дает команду возвращаться, команда выполняет. Перед уходом один из членов команды вспоминает о лежащей на ресепшн папке под названием «Слезы Господни». Центр просит забрать папку, ее помещают в полевой набор субъекта. Команда возвращается к лифту и едет на 1-й этаж. На выходе из здания субъект указывает рукой в направлении точки входа. Камера смотрит на эстакаду, по которой медленно ползет один из половинчатых гуманоидов. Тварь поворачивает свою безликую голову в сторону команды, поднимает голову вверх и оглушительно ревет. Командир отряда приказывает двигаться к точке, обозначенной ресивером камеры. Тварь с эстакады вытягивает руку и дотягивается до земли, камера падает. Возвращаются все члены команды, кроме одного. Последним сквозь зеркало проходит субъект. Зеркало снова становится зеркальным. Субъект в панике роняет SCP-093 и пытается вырваться из лаборатории. Командир отряда устраняет субъекта после того, как тот достает из полевого набора пистолет. Командир требует снова открыть портал, несколько минут ищут человека, в руках которого SCP-093 примет нужный цвет. После того, как цвет найден, в зеркале снова появляется ресивер камеры и в комнату врывается жуткая вонь. Командир отряда и сотрудник проходят сквозь зеркало. Они находят и забирают форму и вещи оставшегося члена отряда, но его самого нигде не видно. На крики никто не отзывается. Сотрудник считается погибшим при исполнении. Командир забирает ресивер, оба сотрудника возвращаются сквозь зеркало, которое опять становится зеркальным. В записи видно, как сотрудник тянется к той точке, где был вход из зеркала, потом смотрит на громадную половинчатую тушу. С твари капает что-то коричневое и желеобразное, и вскоре исчезает, словно испаряясь. Делает несколько выстрелов в лицо твари из автоматического оружия. От попаданий из раны хлещет менее вязкая бурая жижа. Орет непристойностью в лицо твари, та склоняется над ним и камера падает. Следующие 65 секунд в кадре одна чернота. Потом становится видна тварь. Она ползет к эстакаде, подтягивается на нее и ползет туда же, куда и направлялась изначально. Считается поглощенным и, возможно, переваренным тварью. Возможно, именно так эти неизвестные существа питаются при прямом контакте с органикой. Рекомендуется
дальнейшие исследования, чтобы избежать подобных случаев. Папка с Reception сдана в архив под номером. Следующий опыт назван «желтым». SCP-093, четвертый опыт с зеркалом, цвет желтый. Субъекты класса D больше не допускаются к опытам. После проведенного анализа статей, полученных в предыдущих 3 опытах, целью дальнейших опытов теперь ставится сбор данных для лучшего понимания судьбы мира по ту сторону SCP-093, а также определения необходимых мер предосторожности или защиты нашего собственного мира. Анализ бурой жидкости на одежде утраченного сотрудника был помещен в архив вместе с полученными статьями. Доктор вызвался провести этот опыт, так как он первым из возможных кандидатов заставил SCP-093 принять новую окраску. В личном деле доктора нет ни преступлений, ни правонарушений, ни психологических отклонений. Когда SCP-093 был приложен к зеркалу, стало видно офисное помещение, разделенное на секции. Для этого опыта доктор решил использовать беспроводную видеокамеру и отказаться от страховочной системы с лебедкой, так как, по его словам, был уверен в безопасности опыта. Половинчатых тварей внутри здания не наблюдалось. Видеозапись была включена после прохода доктора на ту сторону зеркала. Как и в прошлых опытах, весь видеоматериал имеет свой оттенок, на этот раз желтый. Камера включается, появляется изображение типичных белых офисных секций кубиков. Видно их примерно 30. Вдали от точки входа видна дверь в отдельный кабинет со стенами из мутного стекла и стеклянной же дверью. Доктор подходит к двери и рассматривает выгравированную надпись «Старший менеджер Стэнли Миламец». Доктор заходит в кабинет и осматривает стол. На столе видна кофейная кружка с грязно-коричневым пятном гущи в центре, жидкость вся давно испарилась. Рядом лежит пончик, который доктор с размаху швыряет в стену. Пончик об нее стукается и падает. Внимание доктора привлекает стеллаж для бумаг. Он осматривает полки по очереди, извлекает одну папку из второго ящика, потом 2 других из первого. В 3-м и 4-м ящиках обнаруживается еще 4 папки, которые доктор вынимает и раскладывает вместе с остальными на столе. Папки все синего цвета, на корешке каждой изображение молитвенно сложенных ладоней. Доктор говорит в камеру, что все остальные папки желтые. Затем он упаковывает синие папки в полевой набор. Камера поворачивается к настольному компьютеру, который включен. Выполнен вход от имени пользователя. Доктор вслух удивляется, откуда берется питание. Ни одной розетки он поблизости не заметил. На обоях рабочего стола логотип операционной системы Вера. Система даже озвучена. Щелчки мышью озвучены пением хора, открывание приложений колокольным звоном. Доктор не находит на ПК никакой полезной информации, оставляет его в покое и покидает кабинет. Пройдя в другой конец офиса, доктор нажимает кнопку вызова лифта и заходит. Оказывается, что он на 34-м этаже. Схема нумерации этажей довольно странная. Раскладка кнопок идет от минус 115 до 115, без пропуска этажей. Перед тем, как нажать кнопку, доктор требует, чтобы ретранслятор видеосигнала передвинули к лифту, а то место, где он стоял ранее, пометили оранжевым строительным конусом. За дверями лифта ставится второй ретранслятор. Центру управления дана инструкция забрать ретранслятор и опечатать лабораторию, если с доктором что-то случится. Когда все условия выполнены, доктор нажимает кнопку минус 115. Лифт спускается долго. 15 минут. В это время камера дает сбой, экран на секунду заполняется помехами, потом изображение восстанавливается. Теперь в кадре помимо доктора есть еще 14 человек. Они перемещаются, давая доктору место для прохода, пока он осматривает камерой лифт. Это длится 35 секунд, после чего изображение на секунду сменяется помехами и восстанавливается. Доктор снова один в лифте и, судя по тряске и покачиванию камеры, пританцовывает. Доктор
жалуется на идущую снизу вонь. К этому моменту лифт уже доехал до минус 108 отметки. Доктор нажимает на минус 110 и выходит там. Двери лифта открываются, за ними виден пост наблюдения с несколькими компьютерами и креслами. Все ПК включены. Потолок здесь тоже стеклянный, наверху виден еще такой же пост. Доктор подходит к одному из мониторов и смотрит на экран. На экране логотип операционной системы Вера и 4 окна с видео. На первом экране общий план зала с такими же капсулами, как и в фиолетовом опыте, только капсул здесь 1000. На втором более крупный план капсул, мимо которых проезжает камера. Все видимые капсулы сломаны. Третья камера смотрит в противоположном направлении, катается вверх-вниз, рассматривая посты наблюдения. Всего их 10. За одним виден доктор и пролетающая мимо камеры без видимых движителей. В четвертом окне виден нижний этаж и ползающая кругами огромная половинчатая тварь, которая периодически врезается в стену и меняет направление. Росту в твари примерно 6 этажей. Доктор отходит от монитора и решает исследовать содержимое ПК. Окна с видео отодвигаются в сторону, за ними видно окно простого текстового редактора. Текст отправляется на печать и присовокупляется к папкам в полевом наборе. В распечатке имеются координаты и код от сейфа на 54 этаже. Доктор покидает пост наблюдения и без происшествий добирается до 54 этажа, который оказывается таким же секционным офисом. Под упомянутым в документе столом находится нетронутый потайной сейф. Комбинация подошла, в сейфе оказался блокнот и странного вида револьвер, который был классифицирован как а также 24 патрона к нему. Доктор возвращается к лифту без происшествий и едет обратно на 34 этаж. Учитывая огромное число этажей и полученную на посту наблюдения информацию, было принято решение закончить опыт и вернуть оборудование. Перед тем, как вернуться, доктор осматривает ближайший включенный терминал и обнаруживает такой же текст, как и на минус 110 этаже. Есть мнение, что автор сообщения внедрил в сеть здания вирус, чтобы на любом этаже можно было найти ПК и получить информацию. Доктор проходит сквозь зеркало, оно снова становится зеркальным, все найденные материалы присовокупляются к прочим материалам из опытов с SCP-093. Анализ и боеприпасов отложен на основании того, что для изучения потребуется разрушение потенциально полезных для дальнейших опытов с SCP-093 боеприпасов. Конец видеозаписи. Следующий опыт назван красным. SCP-093. Пятый опыт с зеркалом. Цвет красный. SCP-093 передавался сотрудникам из рук в руки до тех пор, пока не принял новую окраску при контакте с кожей. Ремонтник вызвал у SCP-093 изменение цвета на багрово-красный и свечение гораздо ярче обычной краски объекта. Согласился принять участие в опыте с SCP-093. По запросу доктора ремонтнику для этого опыта был выдан. При приложении SCP-093 к зеркалу появилась новая среда. Общей цветовой окраски не замечено, окружение состоит из красного камня. Ремонтник входит в зеркало и начинается видеосъемка. Включается видео. Ремонтник, далее субъект, рассматривает большую цилиндрическую колонну, которая вращается сама по себе. Высота колонны неизвестна, в ширину она примерно 1,8 метра. В некоторых местах колонны находятся отверстия без видимой закономерности. Периодически эти отверстия испускают лучи белого света. Камера поворачивается и становится видно, что эти лучи соединяются с множеством объектов, похожих на SCP-093, которые прикреплены к стенам этого места. Место, где находится колонна, также цилиндрической формы и заполнено множеством копий SCP-093. Субъект поворачивается обратно ко входу, видно, что в одной части стены отсутствует SCP-093, по-видимому, именно тот, который держит субъект.
Некоторые другие места на стене также лишены копий SCP-093, что наводит на мысль, что это место – какой-то центральный узел. Субъект осматривает комнату, находит лестницу в полу и, согласно приказу Центра управления, спускается по ней. Лестница ведет в большую чистую залу, заполненную вычислительной техникой. По сравнению с техникой, встреченной ранее, это выглядит устаревшей. Крутятся и пощелкивают большие ленточные накопители. Периодически на 10 секунд загорается и снова гаснет лампа неизвестного назначения. На большом ELT-мониторе раз в 5 секунд меняются слова, которых на экране 8 в ряд. Видны слова «чист», «нечист», «чист», «чист», «потерян», «нечист». Субъект идет по зале, которая оканчивается большим стеклянным окном для наблюдения. За окном видно еще несколько труб, подобных виденным ранее, но этих гораздо меньше, и они заполнены синей жидкостью. Время от времени по трубам проскакивает электрическая дуга. На первый взгляд минимум 5 труб пусты и разбиты. Возле окна на возвышении находится клавиатура и приглашение ко вводу. На экране видны варианты «статус трубы» и поле для ввода номера, отчеты, ситуация X549, ситуация X550, журнал эвакуации, херня, отчет агента и план эвакуации при пожаре. Видео удалено. Субъект переписал все варианты, которые показывали какой-либо текст, что было после подтверждено сотрудником управления экспериментом, который зашел в портал забрать результаты. Процесс занял примерно 2 часа. Видео процесса было удалено для экономии места в отчете. Полученные документы сданы в архив за номером. Видео прервано. Управление экспериментом утратило связь с субъектом примерно через 30 минут после отправки сотрудника за результатами. Субъекта попросили не уходить с места и делать наблюдения за оборудованием и хранилищем. Зеркальный портал SCP-093 досрочно превратился в отражающую поверхность. Видеосигнал от субъекта был потерян. Центр управления не мог восстановить контакт из-за того, что SCP-093 находился по ту сторону зеркала. По истечении 1 минуты 48 секунд зеркальный портал восстановился, и оттуда вернулся субъект. Он казался полностью здоровым, но был неразговорчив. Сразу же был организован разбор эксперимента, во время которого субъект забился в конвульсиях. Была вызвана медицинская бригада. При попытке сдержать субъекта он проявил недюжинную силу и выстрелил из в одного из сотрудников, участвовавших в эксперименте, поразив его насмерть. Охрана поразила субъекта одной пулей в сердце и другой в грудную клетку, но субъект не упал. Персонал экстренно покинул комнату, второй выстрел субъекта ни в кого не попал. Прибывшая бригада тяжеловооруженных охранников расстреляла субъекта из автоматического оружия. Согласно отчетам, из субъекта текла не кровь, а буро-зеленая субстанция, похожая на смесь жидкости из труб и материала, полученного в 3-м опыте. На время разбора всех полученных материалов дальнейшие опыты с SCP-093 приостановлены. В полевом наборе субъекта была найдена работающая запасная видеокамера, включенная после потери сигнала. Данные с этой камеры были приобщены к прочим материалам. Все полученные с помощью SCP-093 материалы требуют допуска 4-го уровня. Ознакомление с ними возможно только с одобрением не менее 2 сотрудников 4-го уровня. Персоналу с надлежащим уровнем допуска следует получить у доктора доступ к материалам, добытым в опытах с SCP-093. Материалы, добытые посредством SCP-093. Добытые материалы. Все документы, хранящиеся в данном файле, имеют 4-ю степень секретности. Для доступа к ним необходимо 2 подписанных разрешения. Все сотрудники, читающие дальнейший текст и не имеющие должного допуска, могут считать себя уволенными и подлежат дисциплинарному взысканию вплоть до насильственного введения амнезиаков класса А, перевода на охрану объектов класса Keter и умерщвления. Синий опыт. Газетная статья 1. Во время первого опыта удалось добыть только 1 предмет – вырезку из газеты, прикрепленную к пробковой доске в заброшенном бункере. Во многих местах газета подгнила, но одну из статей удалось восстановить. Святейший батюшка провозглашает успехи, близится излечение нечистых.
В прямом обращении святейшего батюшки объединенных земель сына его было сказано, что блаженное ополчение отбросило назад многих нечистых, оскверняющих своим присутствием наши земли. Новый Рим, наша столица, был избавлен от нечистых, жители теперь могут смело возвращаться домой. Граждане же, которые живут в окрестностях города, пока не должны возвращаться к своим фермам, ибо нечистые еще бродят по полям и равнинам вокруг нашего города, и число их прибывает. Блаженное ополчение разработало новое оружие, которое наносит нечистым серьезный ущерб и может отбросить их назад в бесплодные земли. Начато строительство системы, которая навсегда отделит бесплодные земли от наших благословенных земель в каждой затронутой области после изгнания оттуда нечистых. Святейший воззвал ко всем гражданам объединенных земель с просьбой склониться в молитве и воздать десятину во имя жертвы, принесенной блаженным ополчением в эти нелегкие времена. Поступают лживые донесения, якобы блаженное ополчение совершает грехи против жителей домов, где ополченцы встают на постой. Святейший напомнил, что святотатство против носящих знак его – тягчайший грех, и за необоснованные обвинения последует суровая кара. Нам следует трудиться ради помощи ему и людям его по мере наших сил, так же, как и они отдают за нас свои жизни. Грешные повстанцы, которые... Конец заметки. Зеленый опыт. Газетные статьи 2, 3, 4 и дневник. При проведении второго опыта было получено много материалов, которые помогли восстановить историческую последовательность событий в этом ином мире. Дневник позволяет заглянуть в последние дни жизни владельцев того дома, где он был найден, а также описывает события в других местах того мира. Газетная статья 2. С ферм вокруг города Серебряных Перьев поступают сообщения о невозможности связаться с соседями по голосовым или видеоканалам в течение последних недель. До одобрения регионального батюшки расследование не может быть начато, но он уверяет людей, что эти события не прошли мимо его внимания. Местным жителям рекомендуется уведомлять местный блаженный глаз ежедневно, чтобы другие исчезновения не остались незамеченными. Также рекомендуется накапливать запасы в убежищах, чтобы быть готовыми к любой ситуации. Газетная статья 3. Вследствие исчезновения блаженных глазов из нескольких районов, окружающих город Серебряных Перьев, региональный батюшка объявил тревогу о безопасности и жизнедеятельности. Согласно объявлению, все население фермерских угодий должно эвакуироваться в убежище немедленно. Поступают разрозненные отчеты о нечистых, подтверждения пока нет. Газетная статья 4. Город славной песни не выходит на связь по всем каналам. Предполагается наихудшее, и мы соболезнуем тем, кто находится в том регионе, но не может услышать наших слов. Блаженное ополчение города Серебряных Перьев докладывает о нескольких случаях вторжения нечистых в город. 4 твари были устранены прежде, чем смогли представлять опасность для жителей. Региональный батюшка напоминает гражданам о недопустимости прямой конфронтации с нечистыми. Обычное оружие для них безвредно, только святейший из орудий способны пробить их грехи, так что не подвергайте себя опасности. Все граждане, подозревающие своих соседей во впадении в тяжкие грехи, должны незамедлительно доложить блаженному ополчению на условленных пунктах. Конец заметки. Дневник. Дата. Чую я, что все мы скоро помрем, так что пишу я это тем, кто придет и найдет наши кости. Имя мне Герверф Якульсев, я крестьянин, я сажаю кролосья и початочник. Скотина у нас есть, инки да умы. У людей, всего, что моя жена Офери и мальцы Тревен да Листерия. Книгу эту сторговал мне блаженный, который искал у нас еду и ночлег. Он сказал нам готовить убежище и не пускать никоих блаженных, что сюда еще придут, и на глаза им не попадаться. Сказал он, что все скоро порушится и не будет в вещах порядка. И сделал я по слову его. Спустились мы на следующий день, вроде утром он ушел, что жену мою опечалило, ибо был он вежлив с нами, не как остальные. Наверное, не хотел он нас обременять. Лис ходила, его поискала, на случай, если он просто задом зашел. Дата. Не было его нигде, и мы порешили, что он ушел.
Странно, что Лис нашла его одежду за милю от дома и все пожитки его, но не было его самого. Она все там оставила, и думаю я, если что, это и к лучшему. Я человек простой и не ученый, но 2 и 2 сложить могу, и говорю вам, дурное там творится. Для всех дурное, и для нас, ибо оно слишком уж близко. Иногда можно его учуять, и мы тогда прячемся. Пахнет как мясо, кусок, который гниет и гниет, и землей не покрывается. Сама земля их не принимает, думаю, не дает им покойно умереть. Дата... Оно пришло. Слишком быстро, мы не были готовы. Запах подступил ночью, может, все и обошлось бы, но мальцы забоялись, и мы спустились в убежище. Трев замешкался, увидел это и стоял, таращился, пока оно себе ковыляло. Оно на нас и не смотрело, а потом он закричал, а я тогда Лиса, жену мою, в убежище переправлял. Я пошел за ним, но... Так все быстро, он стоял там, орал, а потом голова этого на него накинулась, прижал, он дернулся было к лестнице, к нам, но потом в мгновение ока исчез, а оно попятилось. Лисовая одежда упала в подвал, как будто он из нее исчезнул. Я влез в убежище, накинул засов и закрыл замок, думаю, оно теперь знает, где мы, и заберет и нас. Не знаю, сколько мы протянем, хотя еды полно. Я ошибался. Еда вся гнилая, что-то в нее попало, или я просто не заметил, едим что можем. Еда есть, но ее не хватает, а тварь все никак не уйдет, все хочет внутрь попасть, запахи нюхает, потом через розетку жизнесети что-то просочилось, мы подальше отошли, может, сила в розетке наконец-то упокоила это. Я залез наверх глянуть, подвал в порядке, одежда Трева еще на лестнице, глянул наружу, не выжить нам. Их там 10, 20, 30, сбился со счета, так много, ходят вокруг дома по кругу, смотрят безликими харями и вонь. Вонь какая от них! Спустился в убежище и дверь снова запер. Не по нутру мне, чтобы семья на моих глазах разложилась. Мыслится мне, лучше бы быстро. Супруга она согласная, Лис не скажем, она первой будет, потом жена моя любимая, а потом и я. Жалко мне, но сожалений нет, я дал семье лучшую долю, какую только смог. Это все святые на нас это напустили. Пишу это в память о моем славном деде. Он старый был, знал истории старше его самого, говорил об этих нечистых, про которых все твердят, об этих бесплодных зонах, куда ходу нет, а все потому, что святейшие слепили мир воедино. Эти твари – самая суть греха, все в нас, что было злым, нечистым, это все они. Они ничего не ведают, но все творят. И не ведают, зачем творят, просто делают свое дело, вбирают нас, и нет у нас больше. Спросил я деда, что они такое, а он палочку зажег, пыхнул разок и сказал тогда: «Никто не знает, а если кто и знает, тот не скажет. Но если увидишь этот символ, если увидишь, беги, парень, беги далеко, и прячься, и где видел, никогда туда больше не ходи. Вот и все, что я знаю». Я помню символ, он был на камне, который у деда висел на шнурке под рубашкой, а на утро дед пропал, и не было его нигде. Папа не печалился, говорил, что когда-то это случится, дед домой ушел. Скоро приду к вам, папа, дед. Символ совпадает с одним из наиболее глубоко вырезанных символов на поверхности SCP-093. Также совпадает с символами на видеозаписи последних опытов с дубликатами SCP-093. Фиолетовый опыт. Папка из приемной. Третий опыт с SCP-093 завершился трагической гибелью одного из членов команды, но нам удалось добыть папку с некоторыми сведениями о медицинских процедурах, которые проводятся на этой зазеркальной земле, названной нами Е-093. Пациент. Дженнифер Макзирка. Медицинская капсула 0011. Смесь. 35% слезы, 30% питательный раствор, 10% СВБ, 25% благословения. Анамнез. Дженнифер Макзирка, 20 циклов от роду. Во время 18-го цикла стала жертвой гравитранспортного происшествия, что повлекло за собой повреждение мозга и смещение моральных процессов. Она подвержена вспышкам ярости, и успокоить ее можно только нечистой стимуляцией. Из-за этого она активно ищет незнакомцев, с которыми могла бы возлечь.
Ее родители попросили Верховного Батюшку погрузить ее в слезы, чтобы исцелить ее тело и разум. Пациент была принята на лечение. Во время подготовки слез пациент впала в гнев, ассистировавший мне брат пошел искать успокоительное, Дженнифер сорвала с себя одежду и бранилась на меня нечистыми словами, посему я запер дверь и попросил брата подождать снаружи. Мне отчасти стыдно признаться, что возлег я с Дженнифер 7 раз, после чего погрузил ее в слезы. Я уже давно одинок, а ее родители поручили ее нашей заботе, так я о ней и забочусь. Перед тем, как погрузить ее в слезы, я провел обследование блаженным зондом и обнаружил, что она зачала, притом от меня. Я изменил ее смесь, чтобы она лучше подходила для беременной, и она будет погружена в слезы, покуда ее тело не будет готово разрешиться от бремени. Пациент нет. Медицинская капсула 0012. Смесь нет. Анамнез нет. Пациент Альберий Фарафан. Медицинская капсула 0013. Смесь 80% слезы, 20% питательный раствор. Анамнез. Альберий Фарафан – крестьянин, живущий возле города Серебряных Перьев. Утверждает, что его семью забрали нечистые. Он встал перед верховными батюшками города и потребовал компенсацию и возмещение ущерба. Верховные батюшки отрицали наличие нечистых вне пределов бесплодных земель и отказали ему в возмещении. Альберий ударил верховного батюшку, был арестован и приговорен к очищению души. Его смесь в основном состоит из слез. Они просочатся в его душу, очистят сердце и облегчат боль. Хранители закона утверждают, что он действительно лишился семьи, так что из уважения к его потере остальная часть приговора была отозвана. Последние СВБ пришлось потратить на Дженнифер, иначе бы я замешал меньше слез в его смесь. 80% по моим меркам многовато, но СВБ становится все труднее достать. Возможно, придется пройти через тьму. Следующие 3 записи. Пациент не назван. Медицинская капсула 0021, 0022 и 0023. Смесь. 75% питательный раствор, 25% благословение. Анамнез. Воин блаженного ополчения, раненый в бою. Помещен сюда по запросу Верховного Батюшки, остальное не подлежит разглашению. Желтый опыт. Распечатка. Дневник из сейфа. В 4-м опыте погружения в Е093 была получена документация, судя по всему, написанная техником медицинского или правительственного учреждения. Также в сейфе был найден вопрос о классификации которого как SCP рассматривается в основном из-за состава боеприпасов к нему, а также из-за того, что высокотехнологичный механизм стрельбы размещен в корпусе примитивного огнестрельного оружия. Распечатка с персонального компьютера. Я не доверяю руководителям. Я уже несколько лет чувствую, что что-то не так. У меня под столом на 54-м этаже есть сейф, а в нем оружие. Таким же воюет блаженное ополчение, мне его прислал мой брат. Он говорит, что они не те, за кого себя выдают, что они творили со своим же народом такие непотребства, каких не творят даже нечистые. Он говорит, чтобы я был готов драться, а я не могу, я не таков, я не знаю насилия, я слишком слаб. Ты возьми оружие, спаси себя. Дневник из сейфа. Меня зовут Гервальд Оливис. Я здесь наблюдатель за материальными системами. Моя работа следить за грешниками, которых омывают Господни слезы, и за соблюдением срока растворения. 23 года я выполняю эту работу, и теперь все расползается по швам. Не могу я больше жить по словам Святейшего. Я должен сказать правду. Нам приказано эвакуироваться. Нарушена целостность капсул. В усыпальнице появился нечистый, и мы не в силах его уничтожить. На записи живодвижения видно, как он появился, и это развязало мне сердце, разум и язык, я должен высказаться. Если это увидят смотрящие, меня заставят замолчать, так что надо спрятать. Хорошо, хоть они невежественны в оборудовании, и я могу легко спрятать свои слова. Смотрящие сказали нам уходить последними, удостовериться, что оборудование сдержит нечистого. Это значит, что нам надо его тут отвлекать, а если он пробьется через наблюдательные посты, пасть смертью храбрых. Он разбил все капсулы и поглотил людей в них. Я отправил к нечистому наблюдателю, они прикоснулись к нему и принесли мне образец его плоти. Нечистые, не грешники, не результат нашего неповиновения. Кажется мне, что они — это мы.
Наблюдатели датировали образец, он старше меня, старше моих предков, ему уже 200 циклов, 200! Сирены еще ревут, но нам команды уходить нет. Я думаю, нечистый не одинок. Я видел, как они забираются в места, переходят между местами. Или это там они все это время были, между местами. Состав нечистых нестабилен, молекулы разделяются и комбинируются прямо у меня на глазах, как будто двигаясь. Вся тварь перекраивает себя во времени и пространстве. Почему он наверх не лезет? Тяжело ему? Или он меня не чует? У них нет глаз, нет рта, нет лица, они не видят и не говорят, но они должны как-то нас чуять. Запах такой сильный, он идет отовсюду. Это не запах мертвой плоти. Так пахнет то, что должно было умереть, но не знает, как это умирать. Война Святого Союза, я думаю, началось все с нее. Святейший объединяет нас, но что нам от него? Ничего. Мы движущая сила общества, а те, кто наверху, пожинают плоды. Разве не так оно всегда было? А теперь нам говорят, что наши деяния радуют тех, кто за облаками, тех великих существ, которые дали нам силу жить и процветать, те, кого мы никогда не видели, но кого нас принуждают почитать. Ложь. Все это должно быть просто ложь. Наблюдатели создадут для меня жидкость, которую можно противопоставить образцу нечистого. Может быть, они изживут друг друга. Я скоро уйду, я оставлю боеприпас здесь. Я не могу взять в руки оружие, слишком слабый я для этого человек. Я буду защищать свою семью разумом, а не гневом. В полях нам будет безопасно, я знаю, куда податься. Теперь я пойду наверх, к семье. Оборудование оставлю включенным. Мне сказали выключить его, но отсюда я пойду против их воли. Оно будет работать, будет смотреть. Наблюдатели увидят, сколько времени осталось. Кто-нибудь прочтет это, и он узнает. Возьми оружие, возьми жидкость, не слушай Святейшего. Мы послушались, и мы обречены. Оружие, подобное револьверу с 2 барабанами на 12 патронов каждый. Конструкция оружия такова, что с каждой стороны находится по одному слегка приподнятому барабану. Барабаны можно зарядить в корпус оружия, где они поворачиваются, расходуя патроны, а затем выщелкиваются, давая возможность перезарядки, пока работает второй барабан. Таким образом, всего до полного опустошения барабанов можно выстрелить 24 раза. Курка нет, есть скользящий затвор, который надо сдвинуть назад для перевода активного цилиндра в боевое положение. Изначально оружие было найдено полностью заряженным 24 патронами-шприцами, каждый из которых оснащен 32 иглами. В теории, при ударе сила выстрелов давит жидкость через иглы в место попадания. Ни один патрон не был испытан. Живейший интерес вызывает тот факт, что в барабан помещаются стандартные патроны 45-го калибра. Были произведены пробные выстрелы. Оружие работает по принципу рельсотрона и очень мощное, так что порох остается нетронутым. Был поднят вопрос о патроне, который детонировал бы порох в полете для дальнейшего ускорения пули или детонировал бы при ударе для усиления повреждений. Красный опыт распечатки с ПК. Последний одобренный опыт с SCP-093 завершился утратой опытного технического специалиста, но были получены очень содержательные документы, которые в любом мире наверняка были бы засекречены. Особый интерес представляет отчет агента, который, похоже, написан агентом фонда несколько десятков лет назад. Данные твердые копии представляют собой самый качественный из всех найденных материалов. Похоже, что система, с помощью которой были созданы эти документы, имела несколько возможностей ввода текста, в том числе набор с клавиатурой и распознавания речи. В наличии есть аудиоверсии некоторых представленных ниже материалов, но для доступа к ним требуется запрос с подробным обоснованием необходимости в письменном виде. Наличие 2 методов ввода объясняет различия в стилях текста, а также имеющиеся в тексте предположения, сделанные программой распознавания речи в процессе работы. План эвакуации при пожаре. В случае любого происшествия, которое повлечет за собой эвакуацию комплекса, всем сотрудникам 4-го уровня чистоты следует направиться на железнодорожную платформу 3 и вызвать эвакуационный поезд с помощью скляницы. Для вызова поезда необходима лишь одна скляница, уровень заполнения которой слезами не имеет значения. Пустая скляница не годится для вызова поезда.
Сотрудники 1 и 2 уровня частоты должны оставаться на своих постах либо на срок до 10 минут после отправления поезда с сотрудниками 4 уровня, либо пока сотрудники 4 уровня не разрешат им покинуть посты. Сотрудники 3 уровня частоты должны облачиться в защитные костюмы, находящиеся на их постах, и в оружейных шкафчиках, после чего, по приказу сотрудников 4 уровня, им следует направиться в заранее определенные кризисные области. Отчеты. 3 бесплодные зоны увеличились за последние 7 дней на 25%. Силы сдерживания не сообщают о присутствии в этих областях нечистых, но увеличение областей видно невооруженным глазом. Верховные батюшки 5 уровня частоты подтвердили вторжение в святые палаты во всех 3 зонах. Все палаты были опустошены. Судя по всему, прорыв святых палат осуществили именно нечистые. Охрана оставшихся палат усилена. Ситуация Х-549. Получено подтверждение расширения зоны 6.4 ТО. Приняты меры по сдерживанию бесплодной зоны. На место отправлены сотрудники по сдерживанию. За последние 30 дней это уже 10-й отчет, что повышает его категорию до оперативного. Изо всех затронутых областей прекратили поступать отчеты верховных батюшек 5 уровня. В городе Слова Господнего введен строгий карантин, вход и выход из города заблокирован. Другие города находятся в состоянии готовности. Ударные отряды проводят зачистку периметров. Ситуация Х-550. Великая земля Хуфусийская, согласно данным со спутников, пала. Вся земля в ее пределах считается зараженной. Выбросы греха наблюдались в Левине, и земля Левинская запросила у Священного Союза помощи. В помощи было отказано из-за необходимости бороться с выбросами и нечистыми на наших землях. Сотрудники 10 уровня чистоты издали приказ об эвакуации через врата, а всем, у кого есть допуск Священного Союза, следует пройти на ближайшую небесную платформу для эвакуации на Звездный глаз Райский и продолжение наблюдения. Ключи от врат отторгаются для исключения распространения заразы из нашего центра по другим векторам пространства-времени. Выводятся из сна воскресающие, которые будут вести наблюдение и отправлять отчеты во время нашей эвакуации. И да простит благословение Господне наш величайший грех. Журнал эвакуации. Начат процесс эвакуации. Челнок 1 запущен. Челнок 2 запущен. Сбой. Выпустите нас. За что? Челнок 3, сбой, отмена запуска. Далее, челнок 4. Челнок 4 докладывает о задержке запуска, перегрузка. Начат процесс приоритизации. Челнок 4 достигнут лимит на пассажиров, подготовка к За что? Выпустите нас, почему мы? За что? Почему так с нами? Почему? Электромагнитная наводка в системе компенсации, Почему нам больно? За что? Так, что мы не так сделали? Больно? За что? Выключение системы. Восстановление системы. Начата очистка поврежденных данных. Почему именно мы? За что? Запись 54 32 104 392. За что? Сброс системы. Херня. Это чё за хрен, мест гола? Ну тут что-то пишет, я тоже напишу. Вот я типа нашел вот камень в пруду у дома, и он весь такой светился и все такое. И я его подобрал и такой, о, круто. И когда я взял в пруду, не видно было дна, стрёмно. Так это была та комнатень со светящейся штукой. Ну я хз, я типа туда упал, и вот она, и я тут, а не там. И чё-то сыкотно, а тут как в кино, все так, что вот круто там внизу какой-то чел болтает, я его слышу, он просит меня спуститься, но я хз, где дверь, он орет на помощь, я ему сказал, пусть выкусит, а он не затыкается, может вернуться в тот зал, но там так стрёмно, и мне что-то сыкотно очень, а типа, вот ту дверь, она как в полу, а не в стене, так что я скажу тому челу, пусть заткнется, а я пойду домой пока. Отчет агента. Меня зовут... Я агент фонда, и в моем мире сейчас 1972 год.
В этом мире, я так понимаю, тоже, но судя по тому, что я увидел с помощью SCP-093, вся жизнь в этом мире умерла в 1954 году. С помощью SCP-093 я посетил несколько мест, начиная и заканчивая этим центром. Я видел поля, где даже трава не растет. Я убегал от нечистых, они гонятся за всем, что могут почуять. Я не понимаю, как они охотятся, но я узнал, что они такое. Примерно 350 лет назад в этом мире произошел технологический прорыв, которого у нас не было. Начало этому прорыву, судя по всему, положил он, богоподобная сущность неизвестной природы. Он объявил, что этот мир нечист и полон греха, и единственный способ очистить его от греха – вычистить грешников. Вычистить войной, после которой все выжившие будут считаться чистыми. Всем культурам были открыты невероятные технические достижения и дано 10 лет времени на подготовку к войне. На это время он удалился. Война все равно произошла, начал ее Священный Союз Земель, видимо, то, что в нашем мире стало бы Соединенными Штатами Америки. Записи очень отрывочные, исторические хроники о тех временах в этом мире под запретом. Я нашел небольшой архив, пройдя через зараженную компьютерную сеть. Похоже, что основным оружием в этой войне за его любовь были, по сути, люди. Подвергнутые влиянию вещества, которые здесь называют господними слезами, жидкости, которую я и сегодня неоднократно находил в заброшенных больницах. Господни слезы вымывают грех из нечистых и заставляют их возлюбить его. На этикетке написано именно так. О способах ведения войны неизвестно почти ничего, кроме этой записи. Его святые избранники шли по земле грешников и вбирали в себя их грехи. Те, кто молил о спасении, были спасены, и теперь они дети наши. Те, кто отреклись от любви его, были очищены его сиянием. А потом что-то случилось, и никто не знал, как с этим справиться. Нечистые большие создания с внешностью половины человека, они поглощают своим прикосновением все, что живет и дышит. Я даже нашел научный отчет от кого-то, кто попал сюда с копией SCP-093. Эти твари – результат воздействия рафинированной формы его слез, что повлекло за собой масштабный генетический сбой в тех, кто этому воздействию подвергся. В отчете есть непонятные мне термины, что-то о квантовой реструктуризации, я ничего в этом не понимаю, но это значит, что они когда-то были людьми, что они были неуправляемы, но их можно было сдержать. Их очень привлекают господни слезы, в множестве регионов были основаны анклавы, в которых человек с чистейшей формой слез господних удерживает нечистых. Области вокруг этих анклавов получили название бесплодных земель. Это начинание тоже пошло не так, не уверен где именно, но все развалилось. Структура власти, культура, народ, все распалось и лежит в руинах, а новые хозяева этой земли ползают по ней, без цели и без смысла. Если хватит сил выносить их вонь, то можно стоять прямо рядом с ними, они и не заметят. Но если ты привлек его внимание, двигается оно быстро, как молния. А если ему ничего не надо, ползет, как улитка. Я думаю, иногда они устраивают погони просто чтобы поиграться, а в других же случаях убивают сразу. Мне кажется, в этом комплексе кто-то есть. Один человек или несколько. Снизу, из-под пола раздаются голоса и просьбы. Я не хочу уходить, не исследовав этот комплекс. SCP-093 я выкинул назад через зеркало, чтобы запечатать проход. Этих тварей нельзя пускать в наш мир, и нам сюда тоже соваться не надо. Я считаю, мы недостаточно умны, чтобы все это понять. Думаю, нечистые не могут умереть. Они бессмертны, но это бессмертие их тяготит. Они просто хотят умереть. Они в моей голове, наверное. Пока я этого не замечал, но сейчас оборудование в этой комнате начинает на меня реагировать. Слова на экране, мольбы о помощи. Я помню, как прикасался к слезам, нюхал, пробовал на вкус, просто попробовал. Не ел, всего лишь коснулся, попробовал на кислотность. Глупые же у нас процедуры исследования веществ. Верховные батюшки живы. У них такая технология, которую мы только в комиксах рисуем. Им ее дал он. Кое-где на этой машине есть упоминания о космических полетах, но далеко не улетели, просто смотрели из космоса, как этот мир по частям разваливается, чтобы потом прийти и забрать его. Но если они там, то кто же тогда тут со мной? Я видел лица людей, нечистых. Их видно на изображениях с машины в этой комнате, они стоят тут, смотрят на меня. Наверное, они везде в этом мире, но видят их только машины. Им не радостно и не грустно, им просто интересно, они хотят знать почему.
Почему их? Почему все это произошло? Я не знаю. Я просто не знаю. Они показали мне, когда я к ним прикоснулся, и все не совсем так, как в хрониках. Нечистые помнят все. Каждый, кому они прикоснутся, становится частью их, входит в них, но умирает для нас. Каждый разум, каждое чувство, каждый страх, все вечно для них. Я бы к ним присоединился, но надо столько сделать. Они хотят, чтобы я нашел его, убил его. Не было войны, это все оно пришло из складок пространства и времени, и миров, и света, и тьмы. Что-то, что есть, но не должно быть, пролезло и назвалось их Богом, и они поверили ему, и вкусили его, и прикоснулись к нему, и возлегли с ним, и стали его собственностью, и делали по воле его, и оно еще здесь. SCP-093 оно принесло с собой, вытянуло, построило, я не знаю, и они не знают, но оно его вещь, дает ему ходить между местами, между мирами, так что я его сломал. Раскидал кусочки, где попало, и сквозь проходы и двери, там теперь закрыто, как и наше, я не могу попасть домой, что еще остается? Оно зовет через камень, как-то знает, где они, но не может их коснуться. Но если камень спрятать, оно не может позвать, и он тоже застрял. Попался! Сукин сын, попался! Я прикоснулся к нему кулаком и пистолетом, и он упал, он поднимется скоро. Простите, я сделал все, что мог, дайте поспать, прошу, так хочу спать. Конец записи.